торговли людьми в Российской империи. Одно из следствий и особенностей крепостного права, наряду с прочими практиками рабства в мире, была активная торговля людьми. В этом моменте российское крепостничество резко отличается от польского и тем более западноевропейского принуждения к труду, например, английского огораживания. Продажа сограждан, единоверцев и людей одной национальности не практиковалась нигде, тем порочнее практика. Активная торговля людьми существовала в России и даже в Киевской Руси всегда. Сначала это были пленные, а также захваченные в войне противники, караваны которых двигались в Крым, где сбывались в Византию и арабский мир. Затем кочевые народы степи стали массово совершать набеги за рабами на территории русских княжеств. А уже после монгольской эры русские князья сами покупали и продавали худородный люд как для своих нужд, так и для заработка. Интересный факт: в землях империи, где крепостного права не было, Карелия, Сибирь, Кавказ, действительно крепостными не торговали, но только русскими крепостными. А вот представителями коренных народов шла бойкая торговля в Сибири и на Дальнем Востоке. Их использовали как прислугу, покупали для браков, так как женщин в Сибири всегда не хватало, реже как военную силу. Разумеется, самые крупные города имели и самые большие рынки. В Петербурге они существовали рядом с Поцелуевым и Кокушкиным мостом на Лиговском канале на Сенной площади. Столица считалась очень выгодным местом продажи из-за высоких цен на людей, поэтому туда доставляли живой товар на барках по рекам даже из других центров работорговли в Самаре, Нижнем Новгороде и Москве. Бывало, наша барыня отберет парней до девок человек 30, мы посажаем их на тройки, да и повезем на Урюпинскую ярмарку продавать. Сделаем там, на ярмарке, палатку, да и продаем их. Больше все покупали армяне, каждый год мы возили. Уж сколько вою бывало на селе, как начнет барыня собираться в Урюпино. Разумеется, торговать людьми было очень выгодно. Цены на них росли в России всегда, что кормило как самого продавца, так и целую ораву посредников, которыми часто выступали национальные меньшинства – армяне, евреи, татары. Армянские покупатели, используя высокое положение своих сородичей в империи османов, поставляли людей напрямую в Стамбул, где всегда была в них нужда. Иногда для разорившегося барина это было последним шансом выйти из долгов, развести людей в своем имении и продавать их по одному. Он закладывал имущество в банк, а следующий десяток лет усердно женил своих крепостных, чтобы затем подростками продать имущество, которое удвоилось числом, а недвижимость отойдет банку. По воспоминаниям француза Пьера Николя Шантра, который путешествовал по России в конце XVIII века, крепостных выставляли с их семьями в общественных местах, а на лбу закрепляли ярлыки, на которых указывалась специальность и цена. Рынок был делом оптовиков, затратным и долгим, а помещики попроще предпочитали распродавать крепостных через газеты или через своих знакомых. И вот тут появлялись нюансы. Хозяин никогда не продавал хорошего работника и тем более хорошего надсмотрщика или красивую девку, которую использовал сам. В оборот уходили старые, больные, малолетние, а также проявлявшие непокорность барину, участники восстаний, пользовавшиеся дурной славой как колдуны. Поэтому торг велся тяжело, и обе стороны были всегда недовольны. У Пантелеймоновой черкви против мясных рядов продаются за ненадобностью лет 30 девка и молодая гнедая лошадь, банкетные скатерти тут же две девки, ученые и мужик, повар и кучер да попугай. Нередко в ход шел бартер, особенно у небогатых помещиков. Крестьян меняли друг на друга, на украшения, комнатных или охотничьих собак, на картины и домашнюю утварь. Как правило, предметы роскоши стоили как несколько человек. Но бывало и проще. Например, знакомый Герцена казачий Есаул Попов обменял крепостную свою на часы. Отдельной категорией шла продажа молодых женщин. Не скрывался факт, что их будут использовать для сексуальных утех, как сам барин, так и его верные друзья-собутыльники,
поэтому параметры женщины указывали охотно. К примеру, писали: «изрядная собой, с лица весьма приятно, собой дородная», давая таким образом понять потенциальным покупателям, что купленную рабыню можно будет использовать и как наложницу. Это было данью моде. Гарем из крепостных девок в дворянской усадьбе – это такая же неотъемлемая примета благородного быта, как псовая охота или клуб, символ достатка, успеха и положения в обществе. «Да разве люди продаются, как скотина?» – спросил изумленный Текели, на что собеседник сказал, что в России крепостные люди не имеют ничего, кроме души. Помещик может продать мужа от жены, жену от мужа, детей от родителей, избу, корову, даже и одежду их может продать. Когда же сам путешественник спросил их, то девушки на перерыв отвечали: «Купи нас, господин, купи». Текели поразил веселый вид, с каким девицы говорили о собственной продаже. «Нам все равно вам или другому служить», был ответ. Савва Текели на пути из Сербии в Тулу. Порядок цен определялся на месте, но, как правило, чем моложе и мастеровитее крепостной, тем больше он стоил на рынке. Девушка-невеста стоила 25 рублей, мужчина-крестьянин от 30 рублей, хороший повар до 100 рублей, а, например, щенок борзой доходил и до 3000 рублей, и на него меняли целые деревни. Так как помещики предпочитали поваров и гувернеров из Европы, русским крестьянам оставались места попроще и подешевле, но самыми дорогими считались крепостные музыканты, актрисы, которых часто использовали и как наложниц, а также рекруты. Чтобы не попасть на войну, за подставных рекрутов платили большие деньги, и это был целый отдельный бизнес в Российской империи, где в армию по итогам всех махинаций на каждом этапе попадали самые бедные и самые негодные. Поэтому вкладывать средства в обучение крестьян было очень выгодно в длительной перспективе, что приумножало доход. В исторических хрониках Шантро упоминается о петербургской мадам Постниковой. Она владела имением под Петербургом. Хозяйка выбирала среди своих крепостных самых красивых девочек 10 лет и обучала их с помощью гувернанток, музыки, танцам, шитью, причесыванию. Когда девочки достигали 15-летнего возраста, барыня продавала самых красивых в любовницы, а самых ловких в горничные и получала за них по 500 рублей. Вообще взаимоотношения крепостных и помещиков были крайне упрощены. Помещик требовал послушания и работы, а за проступки бил и наказывал как сам, так и с помощью доверенных людей из крестьянской среды, которые понимали, что лучше он будет бить других, чем его самого. Как писала Екатерина, в каждом имении имелись комнаты для наказаний и арсенал с пыточными инструментами, что составляло тогда обыденные реалии жизни. Не гнушались этого и великие люди страны. У Тургенева была крепостная дочь, которую тот запретил своей жене выкупать из рабства. У Толстого был крепостной сын, удивительно похожий на барина и служивший кучером. Пушкин дарил крепостных друзьям. Российская империя – это 100 тысяч семей, считающих себя чем-то, и 54 миллиона людей-скотов, которых, как лошадей и быков, продают, дарят, меняют и стягают. Наказания рабов считались делом сложным, но необходимым для их же блага. Достаточно почитать мысли Пушкина об этом, и как барин требуется крепостным, чтобы те занимались делом и не спились. Как правило, столбовые дворяне, потомки знатнейших родов, чей титул наследовался и не изымался, имели тысячи крепостных и большой штат управляющих, бухгалтеров и наказывающих. Жалованные дворяне, те, кому титул вручили за заслуги, не всегда даже передавали его детям, часто имели одного крепостного или семью и жили немногим лучше своих рабов. Тем не менее, продажа была страшным делом. Если повезло, можно попасть рядом с прежним местом жизни, но могли продать на мануфактуры и заводы на Урал, в рудники Сибири, или самое страшное к туркам, или в рекруты, что оставляло мало шансов выжить. В помещичьих имениях наказать крепостного розгами, батагами, плетьми, посадить в цепях и колодках на хлеб и воду было делом обыденным. К таким наказаниям прибегали и военачальник Суворов,
И ученый-агроном Болотов, и поэт Державин, и писатель-историк Щербатов, и многие другие образованнейшие люди эпохи, становясь по существу в один ряд с Салтычихой. И это являлось нормой. Историк Рахматуллин. Революция во Франции напугала Россию разгулом черни и казнями дворян. Уже Екатерина пыталась ограничить крайности явления и продажу людей, но общество соблюдало запрет вяло. Александр I запретил печатать такие объявления в газетах, но население стало писать не о продаже, а о сдаче в услужение, обходя закон. Помещики яростно сопротивлялись, ведь это был их доход и средство увеличить прибыль от владения. Даже Наполеону, замыслившему дать вольную русским и польским крепостным, не удалось это сделать из-за явного недовольства и шляхты, и его новых русских подданных. Лишь Николай, по прозвищу Палкин, вроде бы и жестокий солдафон, но строго запретил как объявление, так и публичную продажу, добившись исполнения, что, конечно, не разрушило систему целиком, но вывело ее в тень. Показательно, что случилось это много позже закона российских императоров о запрете торговли неграми. Судьба чернокожих рабов так волновала царей России, что о них они заботились раньше и тщательнее. Пишите, что думаете по этому поводу в комментариях, и согласились бы вы стать тем, кто торгует людьми. Ставьте лайк и подписывайтесь на канал, если вам понравилось видео.